Здравствуйте, меня зовут Наталья, Александр мой сын, ему 16 лет исполнилось в январе. Наше заболевание, к сожалению, мы толком не знаем, у нас подтверждено, не подтверждено. Просто нас так до сих пор не могут найти поломку гена, какого именно. Мы знаем, что это по клиническим признакам это миопатия. По результатам анализа что-то мы не можем выполнить уже, потому что в аппараты не влазим в детских клиниках. Где-то не хватает врачебных знаний, да, как нам это поставить этот диагноз. Ну, так мы и живем. Стараемся не унывать. Конечно, бывает в жизни всякое. Родился Саша, получается, как обычный ребенок. Обычный рост, обычный вес. Единственное, что было понятно, что он слишком какой-то слабенький. Ну, и начались наши хождения по мукам. Ну, так как 3 месяца дома, например, 3 месяца в больнице, вот так вот, с такой периодичностью. Мы раньше жили в Казахстане, и там, ну, вот одного врача, как попали к одному врачу, он сказал, что, говорит, у вас что-то очень редкое, но что, говорит, я в своей практике не встречал. Но я вам сразу говорю, у вас что-то редкое. Говорит, в условиях Казахстана вы ничего не найдете, вам надо ехать в Москву. Но так как в Москву ехать дорого, мы туда не попадем никогда, грубо говоря. Мы решили переехать жить в Россию. Теперь мы уже 10 лет живем на территории России. Теперь добрались до Москвы. Уже 3 раза лежали в НИИ педиатрии имени Вельтищева. Но результата до сих пор, анализа, диагноза до сих пор нет. Подразумевает либо миопатия Бетлема, либо Ульриха. Но оно ни то, ни другое все равно не лечится. И все, так и живем. Ну, Саша до 9 лет у меня ходил. Ходил, правда, плохо, но ходил сам. Получается, потом стал ходить с опорой. В 12 лет мы уже сидим в коляске. Я смотрю в чате, что такая-то группа организованная, меня туда добавили. И потом я спросила, увидела там знакомую Светлану Пещальникову. А Света у нас куратор по орфанным заболеваниям в Алтайском крае. Я позвонила, говорю, Света, что за группа? Куда меня добавили? А потом сразу же, получается, пока я Свете звонила, Катя сбросила информацию, что эта группа по такому-то поводу организована. И выложила о себе материал. Ну и все, больше вопросов не было. Только радость, что появился такой человек, который вспомнил о таких людях, как мы, редких. Что, рассказать миру, что мы такие есть. И этот чат очень хорошая вещь, потому что родители делятся в нем информацией. Получается, люди с генетическими заболеваниями зачастую даже не знают, куда обратиться. Вот спасибо Кате, что она нас соединила всех. К сожалению, некоторые родители закрыты, другие, наоборот, очень открыты. Это получается, и ты черпаешь от них и поддержку, и знания, получается. Потому что бывают места, что ты еще не слышал, например, куда можно съездить, с другими врачами поговорить. Потому что необходимость этого чата, она обоснована. Ну и выставка тоже. Многие люди даже не слышали о таких заболеваниях. Я в своем опыте тоже, о многих заболеваниях, которых я знаю сейчас, о которых люди тоже даже не предполагали, что такое в жизни существует. Я тоже только узнала после того, как у меня появился сын. Хотя вроде бы я училась, не на медика, а училась на врача, там тоже очень много заболеваний изучали. Я услышала в первый раз.